Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы, и как вы заметили, ребятки, я обновился, точнее, как обновился, перезапустил игру, и у меня все заработало. Заработал ивент, заработала акция, в общем, такая вот у нас сегодня акция. Открой 6 черных ящиков, получи 10 тысяч гемов. Я считаю, это неплохо, в прошлый раз было 20 черных ящиков, или 10, и 20 тысяч гемов, или 40 тысяч гемов. Короче, я уже забыл сколько, но, как говорится, ребятки, кто хочет залутать крутые наградки, вот, для вас вариант. Вот они, прекрасные моменты. Даже, видите, Джейд еще не произошел. Кстати, не получается залутать, выкидывает с игры. Когда вы пытаетесь залутать монетки, вот такая вот фигня. Да, происходит, но... Что ж поделать. Итак, сегодня будет прекрасный лы. Почему? Потому что обожаю лы. Будем на нем материалить. Не знаю, где, в командных, сложных боях. Посмотрим. И открываем ивенты. Офигеть. Вот так это выглядит, ребятки. И как оно у нас работает. Как вы видите... Лучшие награды доступны только в событиях. Legendary... Чего? Что? Что это такое? Ну вот, короче, дают 400 монет и бронзовый ящик. Давайте примем. Получили 400 монет, получили бронзовый ящик. И следующая награда. Дастся за получение 150 очков. У меня 125, как-то, видите, они, получается, за прошлую нужно было потратить определенное количество. 4 награды. Хотя я, кстати, видите, энергию не потратил, а у меня очки уже есть. То есть, это как-то странно. Плюс энергию почему-то нельзя купить, хотя ее как бы можно купить. В общем, непонятно пока что. Победи игрока, сыграй матчи событий. То есть, я играл в обычном бою, и мне и шел зачет. Мы сегодня затестим, наверное, сейчас прям на Луи. Ну, кстати, вот 60 гривен, это 2 доллара, 6 темок. Ну, это не так уж дорого. В общем, сейчас будем все это тестировать. 10 гемов за... очки. Ну это, слушайте, это уже неплохо. 10 гемов, лутать. Опять же, непонятно, как это все работает. 3 дня, конец сезона. Ой, все как-то непонятно. Будем тестировать, значит, сегодня это все. Сыграем сейчас один бой в ивенте за Луи, да? Сыграем... Ну давайте возьмем, типа, мы будем играть же в сложный бой, я так понимаю. Я просто не знаю, как это сейчас в событиях оно будет выбираться или не выбираться. Или нужно тут выбрать, а потом зайти в события. В общем, непонятно. Ну давайте попробуем тебе тут выбрать. Потом можно будет зайти в события? Ну, вроде можно, да, все работает. Ну, давайте пока со стандарта начнем. Потратим сейчас одну энергию и зайдем в события, поиграем. Потом посмотрим, что нам дадут по очкам, выйдем и что-нибудь поделаем. И зайдем в обычные бои, посмотрим, дадут ли нам очки с обычного боя. Возможно, сейчас с обычного боя также очки даются, потому что я играл на Джейд в обычном бою, и мне дались очки, как вы заметили, да? Либо это просто перебалансили старые очки, которые у меня оставались. У меня было 7000 очков, вот они как бы так перебалансились. Вопрос. Хотя, как вы видели, квестик там есть. Он не особо жесткий, то прям такой. Ну, это, кстати, радует, что квестики не такие жесткие, как были до этого. Так. Пока что противников не видно. Это у нас сейчас стандартный бой. Бака попробую сейчас поубивать здесь. Очень странно он мне пытается развалить, кстати. А, Бак с кофем. Ну, очередной гений, да? Игры на Баке. Ля, обходит меня сбоку. Обходит сбоку. А шо ж не получилось? Кофе не затащило. Не может быть. Какое плохое кофе взяло и не затащило. Ужас-то какой. Бачок. Ну, в общем, я, конечно, да, тут с иронией все это говорю, ребят. Я к тому, что кофе, оно помогает только в первое время. Потом оно становится бесполезно, как бы... Я уже столько боев сыграл без кофе, я понимаю, что оно бесполезно. В первое время, ну... Точнее, как, оно полезно, да, но не настолько, чтобы терять преимущество в конце боя. Понимаете? Вот я к этому веду. Что преимущество в бою, оно важнее на протяжении всего боя, чем преимущество в начале на небольшой период времени, который, возможно, даже у вас не будет. Вот вы, к примеру, попали на карте, возле вас никого нет, и вы с этим кофе, вот как этот баг, ничего не добились. Но он мог бы, конечно, меня там убить, наверное, если бы он чуть-чуть думал головой своей, но у него не получилось, возможно. Или просто не повезло, да. Может быть, я слишком хорош. 14 уровень, много урона. Там 13 баг был. Причем здесь, наверное, 14 уровень, я уже не знаю. Ну да ладно. Сыграю с первобытным инстинктом на Луи, от которого нету никакой пользы. По крайней мере, она никогда не заметна. Поэтому тоже один из самых бесполезных первобытных инстинктов. Печально, конечно, но что поделать. Так разрабы решили. Вообще они когда-то, если я не ошибаюсь, обещали мышек в 2 раза больше по размеру. Ну, типа, первобытный инстинкт, все дела. И вот они бы тогда реально круто смотрелись. И, возможно, блочили бы большую, ну, урона, да. И было бы круче. Но что есть, то есть. Пока что непонятно, где противник. У меня, в принципе, 2 аптечки, фулл серебро. Я не хочу страдать фигней сейчас на кого-то идти драться.
У нас сегодня цель... Ну, кстати, нам надо убивать вроде противников, да? Ну, ладно, пойдемте убивать тогда. Там вроде цель убивать, а не топ-1 брать. Хотя топ-1 хочется взять. Хоть там и рейтинг, сейчас система рейтинга сломалась. И это печально, конечно, но что поделать. Такая вот жизнь. Такая вот жизнь. Обидно, конечно, я думал, сейчас на халяву залутаемся. А получается, жетоны забрали за рейтинг, да? Ну, у персонажа. Я имею в виду, конечно, про те жетоны, которые на Никса отправил. Конечно, не надо было отправить, он просто всех мышек убил. Но они, кстати, быстро восстанавливаются, очень быстро. Это, наверное, все-таки преимущество первобытного инстинкта, я надеюсь. Ну, может и нет. Кстати, тут никого нету. Листика убежала. Ну и ладно. Подождем пока здесь. Никса, кстати, классно пробил, он зря все-таки эту аптечку брал. Ему это вылилось в большой минус. Большой. Этому Никсу мы тоже рассказали, что почем. Я особо сейчас не целюсь, как вы заметили, да? Допускаю достаточно много ошибок. Видали миллиметр, да? Миллиметром прошел мимо. Ой, у него легендарок. Ой-ой-ой, это надо контролить. Это надо контролить очень жестко. Вот скажите мне, как он... А, там еще кто-то сидит. Да ё-моё. Как не душно. Как не душно. От слова совсем, да? Я из-за этого Никса только что не убил фламинго. Ой, они просто игнорят друг друга, бьют меня. Понимаю, ладно. Не повезло, как говорится. Вылез в окружении 5 сразу противников. Ну, тут было очевидно, что я проиграю. Ни одной аптечки, 5 противников. Из-за этого Никса, который появился сбоку, я не смог ничего сделать. Ну, в плане того, что он просто взял и заблочил. Ну, на него автоатака пошла. То есть я там хотел красивенько бахнуть копьем фламинго автоатакой. Ну, потому что я знал, что он должно сработать, все такое, но... Вот так это было. Итак, мы прошли бой. И что? И что? Блин, опять забагались этими предложениями в группу. Энергия не потратилась. Угу. Энергия не потратилась. Набились ли у нас очки? Давайте смотреть. 95 набились. 155 очков. Ага! Получается абуз. Ну, либо здесь счетчик просто не двигается, это первый вариант. Либо... И оно там как бы внутри само уже посчитало 4 энергии. Либо это абуз. Ребятки, у вас есть шанс сейчас заабузить ивент. Поэтому, как говорится, тратим время. Тратим время. Это, возможно, реально будет очень круто. Так, теперь мы просто отправляемся в бой без ничего. То есть, как вы заметили, я не захожу через ивент, я захожу просто в бой. Идем, заходим. Заходим, у меня было 155 очков. Посмотрим, что в этот раз получится. Итак, нам нужно как можно больше убивать противников, чтобы получать как можно больше наград. И мы этим сейчас будем как раз заниматься. Мышек я никуда не отправлять вообще не буду. То есть мы их будем использовать как деф. В 100% случаев. Поэтому все. Вот так будем играть. Сказал я и отправил мышек. Гений. Не получается мне, кстати, догнать Никса, это проблема. Блин, он сейчас просто будет отбиваться вот этим... Ой, минус просто. Вот сейчас он от кого-то другого умрет, у которого другие скиллы на персонаже, у которого персонаж может себе позволить убить и все. Ага, понял. Просто хамелеон здесь на халяву сейчас забирает лут. Я ничего не получаю. Красиво, красиво. Так и живем, ребят. Ну да ладно. Кстати, граната видали, как у меня выпало, да? Опа, Генри красавчик. Залетел мне в свой район. Да? Хотя он, наверное, не ожидал, что в него так много влетит. Наверное, не ожидал. Хамелеон 15 уровень, понимаю. Понимаю. Ну, будем как-то сдвигаться, надо пытаться двигаться. Хоть как-то. Хотя с хамелеоном 15 уровня это, конечно, будет очень сложно сделать. Вы понимаете прекрасно, что это за сила такая, да? И как против нее бороться никак. Ну, как бы можно, да, там гранатками вот так закидывать и по своим гранатам ходить. Но опять же, это очень сложно. Очень сложно. Ну, конечно, меня начинают сразу окружать. Да-да-да, логично. Опять, вот просто, понимаете, если бы не этот Никс сейчас со спины, который пришел, я бы сейчас убил этого Никса. На изи причем убил бы. Гений на Никсе очередной попался.
Ой, печально на самом деле, то, что придется сейчас хилиться. Ну давай, подойди. Я сейчас как бы играю, как вы заметили, не очень адекватно. Ну, то есть я не особо выделаюсь. Блин, сейчас просто очень много проблем. Хочется выбить с кого-то аптечку, но не получается, потому что... Ну да, вот я сейчас ошибаюсь очень сильно. Потому что челиков очень много, они все стараются жить. А там, где я выбиваю аптечку, ее постоянно лутают другие. Ну вот вы сейчас понимаете прекрасно, что черепах залутает аптечку, да? Спокойно. Ну вот он, видите, вот хамелеон. Ну просто сидел весь бой. Вот самое прикольное то, что черепах не нападает ни на кого. Он на хамелеона не нападал, ему пофиг просто. На Никсов он не нападает, ему пофиг просто. Зато на меня он сразу такой стал, все, я тебе дам залутать аптечку. Блин, я сразу пошел в бой и не почекал, дали нам ли нам награду. Блин. Ох уж я. Ладно, давайте сейчас быстренько бой сыграем какой-нибудь. Неважно вообще на результат. Пока что пофиг, в принципе. Сейчас тестим новый ивент. Это типа, знаете, такой сразу мув. Как красиво закончить с игрой, да? Ой, обидно очень, очень обидно. Как бы... Ну блин, ну что это вот такое? Ну вот заходишь в бой, и тебе сразу 15 гренди с кофе впритык начинают атаковать. И ты такой, а да, понимаю. Ну вот, конечно, он меня продамажил. Непонятно как, я вообще там был за текстурой. О, смотрите, смотрите, идет. И вот это вот постоянно сейчас такое. Печально, конечно. Они не дерутся, они просто убегают. А я без зубов вампира. Вот куда мне сейчас выстрел пошел? Как вы думаете, ребят? Почему я сейчас копье впритык и промахнулось? То есть копьем я только что по прямой, оно пролетело просто через него. И норм. У меня выбора нету, я тут как бы... Пытаюсь что-то сделать сейчас Никсом. Но ничего не получается, потому что он просто на голову меня сильнее. Хотя, может и получится, не знаю, посмотрим. Ну просто это Никс, да. Кстати, странно, почему он не поднял аптечки. Я все 3 поднял, которые здесь были. О, каким-то чудом живем, играем. Реально каким-то чудом все это делаем сейчас. Дона очень странная, почему-то не прыгает в меня. Ну, короче, да, понятно. Ну вот, повезло, что противники были такие вот странные. Хотя они, мне кажется, сейчас все такие. Ну, в общем, живем. Возможно, даже возьмем сейчас топ-1. Как вам, ребятки? Слабенький урон, да? Мне вот вопрос, как он долетел на такое расстояние? Что думаете? А у меня сейчас, короче, есть предложение. А, он, наверное, был снизу, да? Ну, кстати, молодец хамелеончик, правильно играет, там выбирает разные позиции, места, все дела. Вот, только меня прикалывает, как... Ну, блин, ну это расстояние, это просто забейте. Какой же халявщик, какой же халявщик. Обидно, конечно. Обидно. Слишком много я хп потерял. Ну так, 4 килла там, или сколько, да? Непонятно, в общем. Ладно, пойдем глянем, что по очкам, дались ли они вообще или нет. Не даются очки, окей, все. Теперь понятно. Значит, играем ивенты. Крабим, пока у нас вот этот вот счетчик прекрасный, он не работает. Можно обузить это все, залутать фулку наград и кайфовать. Поэтому, ребят, все собрались, как говорится, и вперед за алмазиками. Потому что, ну, если это правда, дадут 300 алмазов за 7 дней, но это мало. Хотя это лучше, чем было до этого, как бы какие-то непонятные шансы на не пойми что. Опять же, разрабы, я вам напомню, обещали, что будут упрощать получение персонажей и всего остального. Поэтому, как говорится, ждем. Надеюсь, в будущем обновлении будет что-нибудь интересное. Ну а пока что вот так. Сыграть матч событий 20 очков. Победи игрока 5 очков. То есть, заходите в матч события, получаете уже 100%. Блин. Ребятки, есть офигенный буст. Зашли и вышли. Зашли, умерли, вышли. И у вас 20 очков. И так можно просто набустить миллионы. Если, конечно, этот таймер у вас не обновляется. Опять же, проверим. Проверим когда-нибудь. Завтра уже узнаете инфу. Я потестю сегодня. Возможно, покраблю это дело. И завтра уже узнаем. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Вот такие вот
события интересные. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.